Трахеидальный насос. Как много в этом названии неизведанного, а все неизвестное пугает, но мы разберем один такой и даже разберем несколько косяков, которые могут возникнуть при переборке. Насос трахеидальный объемного типа, через это самовсасывающий. Это подвид шестеренчатого собрата. Перекачиваемая жижа запирается между корпусом и роторами на стороне всасывания и высвобождается на стороне нагнетания. Все просто. И все было бы хорошо, если бы конструкция не нуждалась в высокой точности позиционирования деталей, в отличие от шестеренчатого насоса. Этот насос такой маленький, что уместится на твой iPad, но смотри. 1, 2, 3, 4 шариковых подшипника на одном валу. В корпусе, кстати, нет ни одной прокладки, везде резинки, а значит детали плотно прилегают друг к другу. Некоторые детальки позиционируются друг к другу коксами. Т. Точность. Это я к чему? При переборке такого насоса необходимо соблюдать очередность демонтажа деталей и знать, как именно нужно это делать. В противном случае можно напороть косяков и грохнуть насос окончательно. А ты не переживай, я тебе сейчас все покажу. Для начала избавимся от полумуфты. Она к валу прижата одним винтом. Не удивляйся, если снимается очень легко. В системе и без того много подшипников, чтобы прецизионить еще и тут. Долой шпонку. Крышку, за ней стоящую, тоже можно снять сразу. Теперь снимаем торцевую крышку. Обрати внимание на то, что я все разбираю руками, затянуто не сильно. Теперь можно располовинить и корпус. Касательно меток. На насосе очень много отметин, оставленных разными людьми и разным инструментом. Но я тебе по секрету скажу, что расстояние между винтами разное, и по-другому ты просто не соберешь. Теперь смотри, легким постукиванием, всего лишь хлопчатобумажной перчаткой и защищенной ладони, я выбиваю задний сегмент корпуса. На первый взгляд и беглый замер пальцометром серьезный люфт не обнаружен. Идем дальше. Вытягиваем вал в ту же сторону, что и малый сегмент корпуса. Шестерни легко достаются руками. Шестерни желательно положить на верстак так же, как они были изъяты из корпуса, не переворачивая. Подшипники. Покажу тебе два способа экстракции их из корпуса. Первый способ – здорового человека. Берем обратный молоток с цанговым съемником и вытягиваем подшипник из корпуса. Идет легко, но может подкусывать из-за малейшего перекоса. Второй способ – при помощи палки-копалки или отвертки, если такая есть хотя бы одна на борту. И то одинаково эффективно, но перекосить подшипник и намертво раскорячить его в корпусе отверткой намного проще. Беглый осмотр и точное измерение пальцометром показал, что подшипники в удовлетворительном состоянии. Но на место ставить их не будем. Запомни, инженер, подшипник одноразовый. Извлекать уплотнение можно варварски, отверткой, либо нормальным инструментом, что я и предпочитаю. В корпусе осталась еще одна резинка, ее тоже нужно оттуда сковырнуть. Подшипники в крышке. Я уже совершенно точно знаю, что не собираюсь ставить этот вал назад в насос, потом расскажу почему. Поэтому смотри, как быстро и без нанооборудования выбить подшипники из крышки. В крышке тоже есть уплотнение, но тут можно до него дотянуться вообще чем угодно. Теперь смотри, вот такие следы на крышке говорят о том, что кто-то неистово работал молотком по валу. При этом шпонка оставила вмятину на поверхности крышки. Работа ударом по деталям из нержавейки – это вообще лотерея, поэтому старайся всячески этого избегать. Почему я буду менять вал? Смотри, какие борозды оставили манжеты уплотнения на нем. И с этим ты вообще ничего не сможешь сделать. Так будет всегда и с любым валом, по которому работают манжеты. Вот почему я не люблю манжеты. Даже сальниковая набивка работает в намного более щадящем режиме по отношению к валу. Естественно, при условии, что она правильно подобрана в соответствии с частотой вращения вала, а также с перекачиваемой средой. После этого она правильно уложена и правильно поджата. Именно на этой почве у меня было серьезное непонимание, когда я делал обзор на полезную модель насоса. Почему там поставили именно манжеты? Они убьют вал. Убьют рано или поздно, из чего бы вы его не сделали. Ладно. А вот и довольно распространенный дефект – износ крышки. Дефект хорошо чувствуется даже через перчатку. Это, кстати, и есть причина, по которой я разбирал насос. При полностью закрытом редукционном клапане насос создавал давление на гдань около 1,5 бар. При паспортном 4,5. Это плохо. Почему же это произошло? Потому что насос является сервисным для инсинератора и перекачивает потенциально эрозионно-агрессивную среду. Шлам.
Это, кстати, один из тех случаев, когда с проблемой можно и нужно бороться. И именно в этом случае можно не заказывать новую деталь и вроде как даже сэкономить деньги компании, учитывая то, что компания такая, что она не знает количественного значения слова «деньги». Но тем не менее, детальку можно здесь сэкономить. Сейчас покажу как. Знакомься, это доска лекальная или плита притирочная. Так как просадить нужно равномерно примерно на 0,8 мм всю поверхность, можно прибегнуть к токарному станку. Но я со своим неподтвержденным первым токарным не решился этого делать из-за сильного биения китайского аппарата. Поэтому будем шоркать. Начнем с пасты номер 80 и будем тереть, пока дефект полностью не исчезнет. Потом поменяем пасту на 220 и пошоркаем ею, чтобы убрать глубокие царапины от пасты номер 80. Финишная обработка пастой номер 320. Но до зеркала выводить не нужно, это пустая трата времени. Притирать нужно равномерно по всей доске, периодически меняя положение детали в пространстве при умеренном давлении на нее. Основная задача – не перекосить и не завалить торец крышки, иначе собрать насос не получится. Часов спустя. На новый вал насаживаем новые подшипники. Я это делаю без предварительного нагрева, потому что натяг небольшой, и садятся они очень легко. Заметь, что подшипники я нагрел со стороны полумуфты. Новые манжеты вставляем в специальные проставки. И тут нужно не перепутать направление. Теперь можно установить сборное сегментное уплотнение в корпус. Запомни, инженер, манжеты при установке нужно заполнять смазкой. Просто запомни. Теперь можно установить вал, предварительно смазав его чем-нибудь. Вообще, смазывать тут нужно все, ведь момент пуска будет критически важным для насоса, а работа на сухую даже очень непродолжительный отрезок времени может обнулить ваши труды и многолетнюю репутацию. Крышку затягиваю равномерно и умеренно, от руки на все болтики. Передок собран, и теперь можно продолжить. Установив шпонку в соответствующий слот в валу, насаживаем внутреннюю шестерню на вал. Теперь, предварительно смазав, устанавливаем и внешнюю шестерню. Крутим, работает. Хорошо. Резинка. Смазав, устанавливаем и ее. После этого можно установить недавно притертую крышку. Корпус и крышка соединяются друг с другом очень точно, через коксы, поэтому перекосов быть не должно. Но окончательную обтяжку этого соединения я произведу только после установки подшипников. С этой стороны тоже есть уплотнение, которое тоже нужно поставить на место. Вообще, если после переборки чего-либо остаются лишние детали, это плохой знак. Осталось только установить подшипники и закрыть крышку. В подобном случае ударно можно работать только по внутренней обойме подшипника, так как внешняя в корпус садится без натяга. После сборки зальем камынасос маслом и немного повращаем вал рукой. Идет умеренно, туго. Берем в расчет то, что у нас новое уплотнение и подшипники. Итог. Я, к сожалению, не записал пуск насоса. Уже сдавал дела, времени оставалось совсем чуть-чуть, и поэтому в суете я просто не взял с собой камеру. При запуске насос показал примерно 6 баров на манометре. Я склонен ему доверять, потому что он выходит на 0 при неработающем насосе. Пришлось снизить до 3 при помощи редукционного клапана, потому что насос сервисный, и перед форсункой ротационной самого инсинератора должно быть около 2,5 бар. Я остановился на 3. В результате на работу пришлось затратить 2 дня или 16 человека-часов. Я специально делал все один, для того, чтобы можно было понять, как это происходит степ-бай-степ. В реальной жизни можно и нужно отдавать притирку мотористу. Но у этого моториста руки должны расти из плеч, потому что если он завалит вам поверхность, о чем я уже говорил, деталь придется выбросить, а запасной такой, скорее всего, нет. Если ты инженер, хочешь меня о чем-то спросить, или вдруг ты заметил косяк в видео, который, может быть, там и есть, пиши в комментариях. Также не забывай, что есть телега, есть ВКонтаче, и да, отныне с этим видео и, наверное, со всеми последующими в описании или в первом комментарии под видео будет всего одна ссылка. Она создана при помощи специального сервиса TapLink. Для того, чтобы не перегружать описание и комментарии ссылками, будет всего одна. По переходу по ней ты увидишь все остальные. Пока.